Всем привет! На данный момент статистика Steam сообщает нам о том, что только 1,8% игроков Dead Cells имеет в своей коллекции достижения «Люблю жить опасно». Если у вас мало времени, не дается игра, не слушаются клешни или просто не по душе хардкор, но хочется заветную ачивку, этот ролик поможет вам сэкономить немного нервных клеток. Существует несколько способов получить это достижение. Сегодня мы рассмотрим 3 из них. Способ первый. Ставим 5 клеток босса, берем проклятый меч и бросаемся в бой. Способ второй. Выбираем особый режим, ставим минимально возможное количество оружия для получения ачивки. Напомню, что это 20 единиц. Если вдруг вы поставили меньше, игра об этом сообщит вот этой надписью. Далее мы идем в настройки доступного оружия и навыков. Выбираем проклятый меч, красное оружие, с которым комфортно играть, 2 навыка и оружие или щит во вторую руку. Остальное мы выбираем из тактики, проверяем, что нет красной надписи и... Уточню, что далее вам не нужно играть на 5 клетках босса, как это делаю я. Можете ставить сколько вам вздумается. В результате настроек особого режима у нас есть большая вероятность встретить заветный меч в обычных и проклятых сундуках и за наградными дверьми. К слову о дверях. Крайне рекомендую выполнять челленджи для их открытия. Найти же проклятый меч в магазине вообще не составит никакого труда. Мы просто идем до королевского замка, в котором его и покупаем, предварительно зачистив локацию от мобов. Затем сохраняемся перед десницей. Да, в Dead Cells есть сохранение. Сейчас покажу. Нужно скопировать ячейку прогресса в 2 соседних. Почему в 2? Потому что случаются баги, и одно сохранение может перестать работать. Теперь остается только победить десницу без урона, и у вас на это бесконечное количество попыток. Если вы умерли, то выходим в главное меню и перезаписываем прогресс из 2 или 3 ячейки в 1. И нажимаем «Продолжить особую игру». Рекомендую посмотреть видео на канале Старпер «Как не умирать на деснице». Она вам поможет. Способ третий. Как и в способе 2, сначала идем в настройки особого режима и выбираем проклятый меч, второе оружие или щит и 2 навыка на свой вкус. Я взял вторым оружием метательный нож. Во-первых, благодаря анимации атаки проклятого меча метательным ножом можно атаковать одновременно с мечом. Во-вторых, нож имеет самонаводящуюся атаку, что позволяет легко попадать по летающим целям. И в-третьих, данным ножом я буду накладывать кровотечение. Здесь хотелось бы отдельно сказать про дот-эффекты. Доты – это периодический урон, не нужно о них забывать. Если грамотно собрать билд с бонусом по имеющимся дотам, урон вырастет, как цены в магазине. Вот пример того, что удалось собрать мне в недавнем забеге. Оговорюсь, что такое бывает крайне редко, и мне здесь очень повезло. Вернемся к достижению. В начальной локации идем к NPC слева от двери портного и берем у него аспект проклятый. Если в вашем списке его нет, то нужно несколько раз умереть и снова подойти к этому NPC. Данный аспект увеличивает шанс появления проклятых сундуков в 2 раза. В локациях с гарантированным проклятым сундуком будет дополнительный, кроме недр тюрьмы и оскверненной тюрьмы. Но самое главное, что проклятия больше не убивают, включая проклятый меч. Правда, есть у данного аспекта и минус. Он удваивает весь входящий и исходящий урон. Для того, чтобы нивелировать данный негативный эффект, рекомендую использовать следующие мутации. Передышка, чтобы не отлететь от 2 случайных тычек, и глоток воздуха, если уж отхватил, сможешь восстановить большую часть здоровья. Третью мутацию можно брать на свой вкус. Если нужен отхил, то берем угар, высокую кухню или охлаждение чувств. Можно взять бронерюкзак. Перекат существенно увеличивает время действия парирования щита. Напомню, что парирование накладывает на милишных противников оглушение, что позволяет прервать атаку или серию атак противника. Но самое приятное, что механика прерывания серии атак работает на некоторых боссах, таких как Повелительница Времени, Угла и Коллекционер. Из щитов я рекомендую использовать на уровнях Морозный щит, а на боссах Стена. Первый замораживает ближайших врагов после парирования, а второй дает 2 секунды неуязвимости, также после парирования. Если прохождение идет тяжело, не стесняйтесь дожидаться кулдауна передышки в 2 минуты. Надеюсь, этот ролик поможет взять ачивку тем, кто до сих пор ею не обзавелся. Спасибо за просмотр, пишите в комментариях, какие достижения еще разобрать, и до встречи!